Вот в таком состоянии она не взведена. Вот в таком состоянии лучше ее не трогать. Знаете, честно скажу вам, я страшнее гранаты еще не встречал. О боже! Со мной случилось что-то невероятное! Тихо. Знаете, что это? Это так называемый колокольчик. Или суббоеприпас, или мина замедленного действия, которая может лежать здесь сколько угодно. Но в данный момент мне могло бы просто оторвать ногу. И, возможно, не только ногу. Или это патрон от лампочки. Немного историй. Кассетные боеприпасы начали разрабатывать еще во Второй мировой войны, но настоящий бум пришел в 60-е годы, когда американцы поняли, что стандартная артиллерия и авиация слишком часто бьют впустую своими тяжелыми фугасами. Накрыть целое поле одним снарядом куда эффективнее. И в те самые 60-е годы американцы начали искать способ повысить эффективность артиллерии против бронированных целей. Так и появился DPICM, что переводится, собственно, как Dual Purpose Improved Conventional Munition, или по-русски улучшенный обычный боеприпас двойного назначения. Снаряд М864 – это яркий пример DPICM. Он содержит суббоеприпасы двух типов – это М42 и М46. Всего в одном снаряде 48 штук таких М42 и 24 М46. Сами по себе суббоеприпасы направляемые, однако сверху у них есть такой небольшой кусочек ткани или нейлоновая лента, которая позволяет стабилизировать колокольчик при падении и обеспечивает вращение, необходимое для чего? Для того, чтобы взвелся взрыватель. Почему двойное назначение, вы спросите, я скажу вам. Внутри находится вот такая вот кумулятивная воронка, то есть это кумулятивное пробитие, способное пробивать броню и осколочная оболочка, вот эта вот, которая поражает пехоту. Один такой снаряд при разрыве над землей разбрасывает множество этих колокольчиков. Каждый из них может легко уничтожить легкую технику, нанести тяжелое ранение пехоте, и при неудачном стечении обстоятельств он может упасть и не взорваться. И лежать, словно мина, ловушка, которая дожидается своей жертвы. Массово их стали применять уже во Вьетнаме. Именно тогда стало понятно, что у колокольчиков есть один огромный минус. Они не всегда взрываются. Американцы ведь использовали десятки тысяч кассетных боеприпасов таких, и часть этих суббоеприпасов оставалась просто лежать как мины. В джунглях Вьетнама, ясное дело, америкосы сами на них подрывались, и это становилось настоящей проблемой. Что из себя представляют колокольчики? Кассетные боеприпасы бывают разных типов. Авиабомбы, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды. Но внутри этой самой DPICM вот такие вот маленькие суббоеприпасы. Вот они. М42 весит 208 грамм, М46 213 грамм. Разница лишь в том, что у М46 тяжелый и толстый корпус, зато внутри нет нарезов. М42, наоборот, имеет нарезы на внутренней стенке для усиления осколочного действия. Вот, смотрите, внутри, видите, нарезы. Оба типа суббоеприпасов не оснащены механизмом самоуничтожения, поэтому если они не сработали при ударе, то долгое время будут оставаться без подрыва. Каждый из этих колокольчиков содержит 35 граммов состава А5. Это такое взрывчатое вещество. Сформирован он под углом 60 градусов для кумулятивной струи, способной пробить порядка 70 мм гомогенной бронированной плиты. При взрыве
корпус боеприпасов фрагментируется и убивает пехоту осколками. Вот и, собственно, двойное назначение. После вылета снаряда каждый колокольчик взводится механически за счет раскрутки ленты из нейлона. При полете одновременно стабилизируется и при этом раскручивается корпус и активируется взрыватель М337. При ударе о твердую поверхность инициируется детонатор М56 и происходит взрыв. Теперь проверим, что будет, если сработает это в реальных условиях. Друзья, у кого нет такой худи, вам невероятно должно быть обидно за эту девушку, потому что, возможно, здесь будет несколько отверстий, а возможно нет. Так вот, собственно, суть эксперимента. Если на броне двигается человек, и он без бронежилета, без шлема, это ведь боеприпасы, которые двойного назначения, то есть кумулятивное пробитие. Это толстенный кусок брони от американского бронетранспортера М113. И еще какой-то элемент, то есть сначала металл, потом броня, и рядом стоит человек. Или он сидит на броне. Он двигается, например, и сверху падает колокольчик. Что будет, прямо сейчас проверим. Можно ли выжить в 1 метре от колокольчика? Знаете, самое главное, ладно, бог с ним руки оторвало. Вот если колокольчиком оторвало колокольчики, вот это уже жестко. Это дистанционный взрыватель, электрический подрыв, короче. Работаем. Нихера себе. Чего, блин? Честно, я в шоке. Я не думал, что настолько сильным будет воздействие. Она взорвалась мощнее, чем любая граната, из которых я знаю. Просто невероятная мощь. Но, кстати, знаете, что еще круче, чем просто разносить мишени? Когда можно устраивать такие же зарубы на воде, командуя стальными гигантами, именно этим и занимаются капитаны в мир кораблей. Здесь тебя ждут огромные линкоры, у которых пушки побольше, чем этот небольшой суббоеприпас. Проворные эсминцы раскидывают свои ракеты, авианосцы, подлодки, крейсеры. Бери что душе угодно и иди в бой. И самое главное, можно играть даже на старом динозавре. Ведь мир кораблей отлично оптимизирован и летает даже на офисном ноутбуке. А если ты новичок, сейчас же лучший момент туда залететь. Используй SuperStart 2025, ведь это 60 дней премиума, премиумный свердловск 9 уровня, крутые контейнеры и бонусы аж на 20 000 рублей. Плюс каждый день выполняй задания и копи 100 000 дублонов в год. Это бонусов еще на 15 000 рублей, просто за активность. С 12 февраля стартует Троецарствие. Там можно выбрать сторону и биться за нее. А с 19 февраля появится возможность забрать задачу на ремонт советского эсминца «Ташкент». Короче, если тебе нравится огневая мощь, тактический геймплей и сочные бонусы, пора идти в бой. Инвайт-код SuperStart 2025 в описании. Это толстенная броня от БТР М113. И она, как видите, пробита. Что значит толстенная? Это значит, здесь по меньшей мере 3 сантиметра брони. Круто, по-вашему? По-моему, очень круто. Смотрите, здесь пробита одна чашка, вторая часть чашки тоже брони. И еще 3-сантиметровая плита. И еще вот этот блок полностью пробит. Двойное назначение, это ведь когда еще осколки. В метре от нее стоит наш очень красивый манекен, у которого осколочек задел носик, задел шею и, кстати, пробил шею в 2 местах. Тут у нас вроде нормально все, повезло. Вот, дырка есть, но это ниже было. Это вот отсюда. Работа у меня что надо.
Ё-моё. Честно, я в шоке. Я еще не видел таких увечий даже после гранат и ближних разрывов, если честно. А ведь в одном снаряде их 72 или 84. Ноги на убытие. То есть срочно нужно... Вот здесь, скорее всего, очень крупная артерия задета. А ноги, как вы знаете, если вы качок, вы точно знаете, это второе сердце. Колени, голень, бедро, рука, минус пальцы, сквозные. Ноги полностью пробиты. То есть если в данный момент на броне, вот на этой, ехал человек, даже если с очень симпатичной задницей, то единственное, чему можно позавидовать, так это задница. Все остальное нужно срочно жгутовать, перебинтовать и ждать эвакуацию. Если она очень экстренно не появится, эвакуация в вашей жизни, что скорее всего будет именно так, то это ампутация 2 ног, как минимум. И одного миленького симпатичного пальца. Во всяком случае, маникюра тут точно не будет. Что если человек, на котором, например, хороший, ну или условно хороший шлем, который я купил в одном интересном месте. Блин, ну милота, скажи. Если человек лежит вот так. Когда твоя девушка больна. Также электроподрыв. Работаем. Вау. Добрый вечер. Ой, блядь, добрый вечер, Добрый Чиназис. Говори, Ваня, за телефон не переживаешь? Так он работает, он снимает, смотри. Охренеть. Насквозь пробитый телефон снимает. Вот осколок. Да ни хрена тут разлет осколков. Вы вообще можете себе представить? Расстояние, Леха, расстояние, давай померяем. Бля, я не представляю, что на нем заснялось. Смотри, расстояние. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как доктор прописал. Разлет, как у типичной гранаты. 7 метров. Офигеть, я в шоке. Просто минус телефон Вани. Мне придется этому парню купить новый телефон. Нет. В разные стороны равномерно уходят осколки. Какие-то попали даже, вот сколько тут, 1,5 метра, да, получается, попали в шлем. Знаете, честно скажу вам, я страшнее гранаты еще не встречал. То есть колокольчики, это настолько страшно, что мне страшно представить, что бывает, если человек, реальный человек из костей, плоти и крови наступает на такой. Шлем человека, который упал рядом. Смотри, шлем выдержал. Шлем нужно обязательно носить в местах, где падают осколки. Смотрите, в нем дыра такая нехилая. То есть, если бы она была без него, то ей был бы все, каюк. 200 она была. Я сниму чехол и покажу вам, как выглядят осколки суббоеприпаса М44 или М46. Видите, как они впиваются? Шлем какой-то немецкий. Давайте убедимся в том, что внутри не было пробития. То есть осколки точно держат. Если она была бы еще в бронике, ее бы точно это спасло. Но что по поводу остальных частей? Вверху у нее есть попадание. Вот оно. Бам. Знаете, что с ней случилось? Она умерла. Потому что у нее зияет дыра. Это видно? Так, что по поводу ее остального туловища? Остальное туловище пробито в нескольких местах. Смотрите, это сразу же минус легкое пробито. Скорее всего, будет пневмоторакс. И до свидания. Мало того, еще пробито бедро. Ноги, смотрите, дополнительно еще посекло. И пробило обе ноги. То есть тоже в местах, где артерии очень крупные проходят.
задница в одном месте не пробита, но, знаете, она ведь... Это слишком неупругая задница, чтобы можно было рассуждать о ее прочности. Поэтому, друзья мои, юные начинатели опасных экспериментов, iPhone, если у вас будет, это вам, конечно, жизнь не спасет. Хотя это спасло бы жизнь. Да, осколок Прикиньте, торчит. осколок торчит, он пробивает iPhone, Ой, видишь? и вот он торчит. Шлем спасает жизнь. Бронежилет наверняка спасает жизнь. Так вышло, что он попал в те места, где бронежилета не было. А вот если противоосколочный костюм был, это, конечно, было бы интересно узнать. Узнаете этот взгляд? Такое нежелательное действие, как будто у нее написано на лице взгляд из-под лобья, и я понимаю очень прекрасно. Ведь может быть так, что вам на шлем падает, пока вы едете на броне, вот такой суббоеприпас. Что будет в таком случае? Работаем. Блядь, не оглушило еще, прикинь. Там в шлеме дырка. Упс. Называется декомпозиция человека. Это пиздец. Господи Иисусе! Посмотрите на слоумо. Я еще, когда это все случилось, почувствовал странный запах горелой женщины, манекена. О боже! Со мной случилось что-то невероятное! Голову разломала пополам. Вот ее задняя часть. Бля... Ё-моё! Она еще горит! Будет снимать, срочно. А! Черт! Проведи меня до дома, я знакома до истомы. А, черт! Девушка с огоньком получается. Я думаю, не стоит объяснять, что случится с человеком, если у него даже задница пробита насквозь. Посмотрите. Между прочим, это были мои любимые штаны. Вообще, мне как-то не весело смотреть это, если честно. Потому что мне прям вообще очень не весело. Смотрите, пробивает кумулятивная струя насквозь этого манекена. Смотрите, как красиво горит. Вау. Горящая грудь. Горячие головы, горящие груди. Смотрите, ей сломала ногу первым делом. Бам, видите? Это была нога. Смотрите, что случилось дальше. Ноги почернели, задница пробита, отсутствует, да. Сейчас еще одно мини-удивительное рядом. Вот входное отверстие. А вот отверстие выходного дня. Мы ведь выходной снимаем. Смотрите. Весь кевлар, весь этот СВМП или что там, кевлар, выглядит вот так. Как вы поняли, все, что вы сегодня видели, говорит не в пользу того, чтобы подружиться с колокольчиком, напеть какой-нибудь музыкальный джингл беллс или еще что-то в этом роде. Если вы его увидели, обходите его стороной. Но что если поле заминировано, а вам нужно как-то идти? Можно ли взять лопаткой его, например, и убрать? Или, может быть, можно кинуть на него кирпич, типа вот так, и он взорвется. И я бы этого делать не стал. Знаете почему? Потому что, судя по разлету осколков и по айфону, на который я только что попал, это 100 000 рублей примерно, ни в 5, ни в 10 метрах по нему, наверное, даже стрелять пытаться не стоит. Но вот стоит ли по нему стрелять метров со 100, например, это интересно. Burn, baby, burn.
Этот худи уже не восстановите. Я понимаю, что вам сложно смотреть на это, потому что такой худи можно купить только на нашем сайте. Но можно и выиграть, например, в нашем телеграм-канале. Через 3 дня после выпуска мы разыграем такой худи. Вот ссылочка. Запомните ее. Перейдите, и да начнется розыгрыш. Друзья, это, по идее, дымовая граната от бронетранспортера Striker. И прямо сейчас для секретного канала я ее брошу и посмотрю. В теории она должна разлетаться вместе с искрами, то есть здесь должно быть что-то ультрафиолетово-дымово красивое. Переходите в секретный канал и посмотрите. Слушайте, ну вы знаете же, как я люблю машины, которые могут и по трассе наваливать, и в грязи себя чувствовать как дома. Вот мой новый друг. Это Touareg, его мне подарил подписчик. Это отличный вариант, потому что он мощный, проходимый и зимой не подвел ни разу. Только если, конечно, не сломается. На дроме, кстати, такой стоит порядка 850, лям 150, даже за 590 можно найти. 2006 года. Но, естественно, прежде чем брать тачку, надо быть уверенным, что тебя не разводят. Сходи на дром, полистай. Там 700 тысяч объявлений. Короче, есть из чего выбрать. И мало того, там можно посмотреть отчет об истории этого автомобиля. Эту тачку мне подарили, но вообще-то перед покупкой авто я, естественно, пробиваю ее на дроме. Смотрю пробег, владельцев, были ли ДТП, всякие моментики. И если все чисто, тогда можно ее пихать на полигон и проверять. Так что сначала дром, потом бездорожье. Кстати, если не уверены насчет своего Touareg, если вы такой же теперь, как я, вагадрочер, то можете почитать отзывы владельцев. Мой совет, друзья, такой. За авто иди на дром. По ссылке в закрепленном комментарии. И проверяйте тачку, и будьте уверены в том, что вы сделали правильный выбор. Смотрите, до момента, пока у нее вот этот вот элемент, предохранитель, вот в таком состоянии, она не взведена. Вот в таком состоянии лучше ее не трогать. Но в теории опытный сапер, я такого знаю, например, он может сделать вот так и использовать это в качестве гранаты. Я вам ни в коем случае этого рекомендовать не могу, но если уж так вышло, что вы практически Робин Гуд, или как там звали этого чувака на острове, без боеприпасов, без еды, и вам нужно как-то наступать, а там, например, в окопе находятся некие личности маргинальные, у которых есть еда, и они ваш противник, можно попробовать. И сегодня, точнее прямо сейчас, я это попробую сделать. Погнали! Куда-то сюда она упала. Слушай, она в окоп упала, походу. Попробуй сейчас скинуть куда-нибудь вот сюда, в эту площадь. Сейчас я бросал вот так, попытаясь чуть-чуть подкинуть ее повыше. Важно не накосячить. Не вздумайте что-либо делать с ней, пока вы не нажали вот эту кнопку. Пробуем. Смотрите, я бросил несколько раз сейчас колокольчик, и основная неточность, недоработка, проблема, изъян этого колокольчика в том, что должно быть практически идеальные условия для того, чтобы он приземлился на этот конусообразный колпачок и пам сделал. У колокольчиков, у этих суббоеприпасов кассетных, имеется большой недостаток. Многие пишут, что 5% даже у новых есть брак, а у старых типа 30%. И должны быть идеальные условия, чтобы она приземлилась именно так, как того хотели инженеры, производители, конструкторы и так далее. Я сейчас попробую бросить вот в этот бугор, может быть, тогда более благоприятные будут условия. Смотри, я бросаю, видите, кумулятивная струя, все, медная воронка, все четко.
Я делаю вывод, что вот так бросать плохо, потому что угол должен быть вот такой. Если бросать вот так, шансов больше. Пойдем посмотрим, что произошло. Друзья, в этом ролике я показал вам, как колокольчик можно использовать в качестве гранаты. Лучше этого не делать, но если приходится, то бояться не стоит. Если вы гражданский человек, увидев такой колокольчик, вызывайте МЧС и разминирование, потому что самим с ним делать ничего не нужно. Но если вы военный, вы теперь знаете, отводишь кончик вверх, зажимаешь предохранитель, и можно бросить и уничтожить. Но делать это нужно обязательно из укрытия. И можно это использовать в качестве гранаты. То есть использовать орудие противника против него самого. Предлагаю бросить еще несколько раз. Это полностью взведенный механизм. Накольник готов. Мы взводим предохранитель. Делаем это вот так. Вот так. И держим. И только тогда можно бросать. Отходи, те, господа. И он не въеб... Одно неверное движение, и вам может оторвать руки. Но если правильно это сделать, все будет хорошо. Держим за веревку. Ставим предохранитель. Убираем веревку. Держим в руке. Несколько раз я бросал и несколько раз попадал не так, как задумали это конструкторы. Сделаем это еще раз. Смотрите, в чем суть. Когда ты не смотришь под ноги, и он там лежит, ты просто случайно буцаешь его, и он накалывается, и происходит бум. Сейчас я делаю то же самое и еще раз пробую кидать. Фактически в умелых руках это может стать хорошей гранатой, помощнее, чем все те, что мы показывали до этого. Логичный вопрос, который напрашивается, если вы не очень смелый парень, и вы много раз их не бросали, ну его нахер, да, кажется? И будете совершенно правы. Можно ли его подстрелить из автомата Калашникова и сделать это безопасно? Скажу следующее. Мы только что проверили, что разлет у него осколков минимум 7 метров. А я думаю, это и больше. Я думаю, что метров до 30. Поэтому минимум с 50 метров это нужно делать. И если он повернулся к вам кумулятивной воронкой, это плохая идея, потому что мы знаем эти случаи, когда с 12-15 метров ребята стреляли, и одному из них продырявило глаз. И я собираюсь пострелять по колокольчику. По-моему, я попал в него. По ощущениям, я несколько раз в него попал. У меня сел коллиматор, я делал это фактически вслепую. У меня есть маленький пистолетик, который называется 43X, австралийский Glock. Настоящие патрончики хорошие я приберегу для экстренных случаев. Кстати, из магазина очень хорошо они выходят. Возьмем гражданскую версию, этого вполне хватит, чтобы засандалить. Но попасть в него очень сложно, потому что его практически не видно на таком грунте. Особенно, если вы командант. Да я вижу его. С пистолета стрелять по колокольчику — это плохая идея, и может быть даже очень хорошо, что я по нему не попал.
Тому примером служит тот манекен, который в пепле догорает. Тому виной iPhone, который был пробит сегодня, и мне за него придется заплатить. Но, знаете, лучше заплатить ошибками команданта, чем заплатить жизнью. С вами крупнокалиберный переполох, и я собираюсь бросить один в пепел. Возможно, он взорвется от температуры. Друзья, в этом выпуске вы поняли, как обращаться с колокольчиками. Не стоит их бояться настолько, чтобы шарахаться от них. Их можно взять, их можно утилизировать, их можно использовать даже в качестве гранат. Стрелять по ним желательно с дальнего расстояния, но потратить много БК и обнаружить свое присутствие на фронте, я думаю, что мало кому захочется. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. И, кстати, да, последний мы утилизируем электроподрывом, потому что после себя оставлять колокольчики не страшно. Двойная вороночка. Работаем.